Друзья, всем добрый день. Меня зовут Александра Барышникова, я преподаватель йоги. И сегодня я продолжаю йогу чтения, зачитываю книжку на английском и русском языках Элизабет Гилберт «Есть.Молиться.Любить» Eat.Pray.Love. Предыдущие главы, то есть с 1 по 7, вы найдете в соответствующем плейлисте «Йога чтения Билингвал» «Есть.Молиться.Любить» Элизабет Гилберт. Книжка примечательна тем, что, во-первых, она написана доступным легким языком, во-вторых, рассказывает историю женщины, которая встретилась с какими-то внутренними сложностями, противоречиями и пытается помочь себе, находит разные способы, решения, и у нее это получается. И помимо того, что она занимается таким самопознанием, здесь также описано то, как она встречает разных людей, то, как она их принимает, как к ним относится. И еще такой интересный момент лично для меня был. Она приезжает в Индию к духовному наставнику и старается проникнуться практиками медитации. И там-то она встречает свой смысл жизни. Итак, глава 8. Элизабет Гилберт «Есть.Молиться.Любить». Но пока мне предстояла поездка в Индонезию. Меня отправили в командировку в один из дней, когда моя жалость к себе достигла особо глубокой отметки. Денег нет, никого рядом нет, развод так и не сдвинулся с мертвой точки. Мне позвонила редактор женского журнала и спросила, не хочу ли я съездить на Бали и написать статью о йога-семинаре. И мне за это еще и заплатят. Я задала ей кучу вопросов, ответ на которые был очевиден. Из серии «Почему вода мокрая?» На Бали, замечательный остров, к слову, наш инструктор по йоге спросила, не хочет ли кто, пока мы здесь, съездить в гости к балингвийскому хиллеру в 9 поколении. Ответ на этот вопрос опять же был очевиден. И все. Мы как-то вечером завалились к нему домой. Хиллер оказался сморщенным старичком с веселыми глазками, кирпичного цвета, кожей и почти беззубым ртом, до жути похожим на учителя Йоду из «Звездных войн». Имя его было Китут Лир. По-английски он говорил с переменным успехом, с очень смешными ошибками, но у нас был переводчик на случай, если то или иное слово выпадет у старичка из памяти. Инструктор по йоге заранее предупредила, что каждый момент задать Хиллеру вопрос или изложить свою проблему. А Китут уж постарается подсказать, как с ней справиться. Несколько дней я думала, о чем его спросить. Сначала в голову приходила какая-то ерунда. Как думаете, муж даст мне развод? Стану ли я снова желанной для Дэвида? Мне самой стало стыдно за такие мысли, но кто едет на край света к старому индонезийскому лекарю, чтобы спросить у него совета в любовных делах? И когда наедине старик спросил, чего мне хочется больше всего на свете, я нашла другой, более правдивый ответ. «Я хочу обрести глубокую веру в Бога», — призналась я. «Иногда мне кажется, что я чувствую Его присутствие в мире, но потом незначительные страхи и желания отвлекают меня, и я теряю это чувство. Мне хочется, чтобы Бог всегда был со мной, но при этом я не хочу становиться монахиней и отказываться от всех мирских удовольствий. Наверное, я больше всего хочу научиться жить в этом мире и наслаждаться его дарами, но одновременно и посвятить себя Богу». И тут сказал, что может ответить на мой вопрос, нарисовав картину, и показал набросок, сделанный им однажды во время медитации. На нем было изображено бесполое человеческое существо, которое стояло, сложив ладони, как для молитвы. Но у этого существа было к тому же 4 ноги, а головы вовсе не было. На ее месте виднелся букет из папоротников и цветов, а на месте сердца была нарисована маленькая улыбающаяся рожица. «Чтобы обрести равновесие, к которому стремишься ты», — объяснил Китут через переводчика, «ты должна стать, как это существо. Ты должна крепко стоять на земле, так, словно бы у тебя 4 ноги, а не 2. Так ты сможешь оставаться в этом мире. Но тебе нужно перестать воспринимать мир через голову. Сердце должно стать твоими глазами. Только тогда ты познаешь Бога». Потом старик спросил разрешения погадать мне на руке. Я протянула левую ладонь, и он продолжал
раскладывать меня по полочкам, словно решая головоломку из 3 кусочков. «Ты путешественница», — сказал он. Это было очевидно, учитывая, что на данный момент я находилась в Индонезии, но я, тем не менее, промолчала. «Такого удачливого человека, как ты, я впервые вижу. Ты проживешь долгую жизнь, у тебя будет много друзей, много впечатлений. Весь мир повидаешь. Одна только проблема есть у тебя. Слишком много ты беспокоишься. Вечно одни эмоции, одни нервы. Если пообещаю, что в жизни у тебя не будет больше причин беспокоиться, поверишь?» Я встревоженно кивнула, не веря ни одному слову. «Твоя работа связана с творчеством. Возможно, ты художница, получаешь хорошие деньги, ты всегда будешь получать большие деньги за работу, но тратишь много, пожалуй, даже чересчур. Еще одну проблему вижу. Один раз в жизни тебе придется потерять все деньги. По-моему, случится это очень скоро. Может, даже в следующие 6-10 месяцев», – пробормотала я, думая о разделе имущества. И тут кивнул, точно соглашаясь с моими словами. «Но беспокоиться не надо», – добавил он. «Сначала потеряешь деньги, а потом все они к тебе вернутся. Все сразу исправится. Замужем будешь 2 раза. Один брак короткий, второй длинный, и будет у тебя 2 детей». Я думала, сейчас он скажет: один короткий, второй длинный, но Китут вдруг замолк и нахмурился, глядя на мою ладонь. Странно. Вот слова, которые меньше всего хочешь услышать от 2 людей: предсказателя судьбы и стоматолога. Китут попросил меня сесть прямо под лампочку, чтобы ему было лучше видно. «Ошибся», — объяснил он. «Ребенок будет только один, дочка. Родишь поздно. Может, дочка, как сама решишь. Но тут еще кое-что». Он нахмурился, поднял глаза и вдруг очень уверенно произнес: «Однажды, очень скоро, ты вернешься на Бали. Ты должна вернуться. Проживешь здесь 3, а может 4 месяца. Станешь моим другом. Может, станешь жить здесь, в моей семье. Я смогу подучить английский, а то учить меня абсолютно некому. А ты способна к языкам. Ведь твоя работа как-то связана с языком. Я прав?» «Да», — ответила я, — «я писательница. Я пишу книги». «Писательница из Нью-Йорка», — кивнул он, словно подтверждая то, что ему было так известно. «Да, ты вернешься на Бали и будешь учить меня английскому, а я научу тебя всему, что знаю». Тут он встал и тряхнул руки, давая понять, что мы договорились. А я ответила: «Если вы не шутите, мистер, то и я не шучу». И тут улыбнулся беззубым ртом и сказал: «Значит, увидимся». In the meantime, though, I had to go on that trip to Indonesia, which happened again because of a magazine assignment. Just when I was feeling particularly sorry for myself for being broke and lonely and caged up in the Wolves entertainment camp, an editor from a woman's magazine asked if she could pay to send me to Bali to write a story about yoga vacations. In return, I asked her a series of questions, mostly along the line of: is it being green? And does James Brown get down? When I got to Bali, which is, to be brief, a very nice place, the teacher who was running the yoga retreat asked me: while you are all here, is there anybody who would like to go visit a 9th-generation Balinese medicine man? Another question too obvious to even answer. So, we all went to his house one night. The medicine man, as it turned out, was a small, merry-eyed, rustle-colored old guy with a mostly toothless mouth, whose resemblance in every way to the Star Wars character Yoda cannot be exaggerated. His name was Gertrude Lear. He spoke a scattered and thoroughly entertaining kind of English, but there was a translator available for when he got stuck on a word. Our yoga teacher had told us in advance that we could each bring one question or a problem to the medicine man, and he would try to help us with our troubles. I had been thinking for days of what to ask him. My initial ideas were so lame.
Will you make my husband give me a divorce? Will you make David be sexually attracted to me again? I was rightly ashamed of myself for these thoughts. Who travels all the way around the world to meet an ancient medicine man in Indonesia, only to ask him to intercede to avoid trouble? So when the old man asked me in a person what I really wanted, I found other two words. I want to have a lasting experience of God, I told him. Sometimes I feel like I understand the divinity of this world, but then I lose it because I get distracted by my pretty desires and fears. I want to be with God all the time, but I don't want to be a monk or totally give me worldly pleasures. I guess what I want to learn is how to live in this world and enjoy its delights, but also devote myself in God. Ketut said he could answer my questions with a picture. He showed me a sketch he'd drawn once during meditation. It was an androgynous human figure standing up, hands clasped in prayer, but this figure had four legs, but no head. Where the head should have been, there was only a wild foliage of ferns and flowers. There was a small smiling face drawn over the heart. To find the balance you want, Ketut spoke through his translator. This is what you must become. You must keep your feet grounded so firmly on the earth that it's like you have four legs instead of two. That guy you can stay in this world, but you must stop looking at the world through your head. You must look through your heart instead. That way you will know God. Then he asked if I could read my poem. I gave him my left hand and he proceeded to put me together like a three-piece puzzle. You are a word traveler, he began, which I thought was maybe a little obvious given that I wasn't in Indonesia at the moment, but I didn't force the point. You have more good luck than anyone I ever met. You will live a long time, have many friends, many experiences, you will see the whole world. You only have one problem in your life. You worry too much. Always you get too emotional, too nervous. If I promise you that you will never have any reason in your life to ever worry about anything, will you believe me? Nervously I nodded, not believing him. For work, you do something creative, maybe like an artist, and you get paid good money for it. Always you will get paid good money for these things you do. You are generous with money, maybe too generous. Also one problem. You will lose all your money once in your life. I think maybe it will happen soon. I think maybe it will happen in the next 6 to 10 months, I said, thinking about my divorce. He just nodded as if to say, yeah, that sounds about right. But don't worry, he said. After you lose all your money, you will get it all right back again. Right away, you'll be fine. You will have two marriages in your life, one short, one long, and you will have two children. I waited for him to say, one short, one long, but he was suddenly silent, frowning at my palm. Then he said, strange, which is something you never want to hear from either your palm reader or your dentist. He asked me to move directly under the hanging light bulb so he could take a better look. I am wrong, he announced. You will only have only one child, late in life, a daughter, maybe, if you decide, but there is something else. He frowned, then he looked up, suddenly absolutely confident. Someday soon you will come back here to Bali. You must. You will stay here in Bali for 3, maybe 4 months. You will be my friend. Maybe you will live here with my family. I can practice English with you. I never had anybody to practice English with. I think you are good with words. I think with this creative work you do something about words, yes? Yes, I said. I'm a writer. I'm a book writer.
You are a book writer from New York. He said an agreement in confirmation. So we will come back here to Bali and live here and teach me English. And I will teach you everything I know. Then he stood up and brushed his hands like, that's settled. I said, if you are serious, mister, I am serious. He beamed at me toothlessly and said, see you later, alligator.